Представьте, в одном районе Москвы готический замок может оказаться заводом. Императорский дворец коммуналкой, а деревянный особняк начала 20 века домом с технологиями, которых тогда почти не существовало. Сегодня идем по Преображенке, месту, где почти у каждого здания есть второе лицо. Погнали! Начинаем с площади Журавлева. Здесь Рязанов снимал легендарную карнавальную ночь, и тут же рождался КВН. Это был Веденский народный дом, ДК для рабочих окраин. Но уровень архитектуры такой, что сейчас это один из лучших концертных залов Москвы. Масштабы впечатляют. Представьте, 1903 год, окраина Москвы, кругом заводы, бараки, вдруг такой дворец для простых рабочих. Это было как бы, знаете, если бы сейчас посреди промзоны в Капотне построили филиал Большого театра. Слева, справа колонна, территория у него очень большая. Достойный дворец для окраин Москвы, для рабочих. И вот впереди двухэтажный особняк красивый. Это дом купцов Шилаевых. Еще один слой истории. Говорят, что здесь когда-то было имение самого Александра Меньшикова. Площадь Журавлева, и здесь должны быть цитаты Фаины Раневской. Давайте найдем. Никаких плакатов не вижу. Может быть, на земле. Если кто знает, напишите в комментариях, где цитаты Фаины Раневской здесь. Не могу найти. Не знаю, где они, честно. Походил, поискал, не нашел. Спросил у людей, вот человек сидит на скамейке, говорит, что раньше они были на земле, то есть под ногами. И я могу предположить лишь, что вот эти плитки и есть, то есть под ними или вместо них когда-то были те самые цитаты. Так что если кто-то из вас знает, напишите. Потому что плиток вот таких именно здесь достаточно много. Скорее всего, их все поубирали. Не знаю, что там за цитаты были. Если кто знает, говорю, напишите. И почему их убрали. Кому они помешали. Ну и совсем рядом, можно сказать, вот в нескольких шагах, это дом Ефимии Носовой. Василий Носов-старший построил его в 1880 году. Потом передал сыну. Такой двухэтажный особняк. Малая Семеновская, 1, кому интересно. А уже в 1917 году здесь кормили рабочих в бесплатной столовой. Представьте, какой контраст. От купеческого шика до красногвардейского быта. Под окнами это, скорее всего, яблоня. Попасть бы, конечно, на территорию. Посмотреть, как там все выглядит. Тут буквально, вообще говорю, все рядом. Особняк Шилаевых, ДК для рабочих, дом для младших Носовых. А сейчас пойдем посмотрим с вами на особняк старшего Носова. Он тоже буквально здесь в 2 шагах. Посмотрите, тут еще лестница такая. Получается дом, что на возвышенности. И, скорее всего, раньше здесь когда-то был сад. А вот и знаменитый деревянный особняк самого Василия Носова. Построен в стиле бельгийского модерна. 1903 год, а здесь уже было все. От канализации до приточной вентиляции. Вы представляете уровень какой? Первый этаж был мужской, второй женский. Умели же строить для комфорта. Это был настоящий хай-тек начала прошлого века в деревянном исполнении. И то, что для Москвы станет нормой только через десятилетия. Красивый особняк. И табличка имеется: особняк купца Носова. Полюбуйтесь этим особняком. Очень красивый.
какая веранда. Забор, знаете, такой интересный. Интересно, это оригинал или нет? Кто знает, напишите. То есть можно туда пройти, присесть на лавочке, посидеть. Давайте я сейчас обойду его еще с этой стороны, покажу вам. Слушайте, ну красавец, красавец. Однозначно. Я вообще не представлял, что в таком районе может быть такая красота. Я имею в виду в таком районе, что далеко от центра. Как вам здание, ребят? Я думаю, он заслуживает однозначно лайка и того, чтобы сюда приехать посмотреть на него. О, тут еще рельсы старые. Я говорю, это раньше был промышленный район. Также этот район считается еще и колыбелью петровских реформ. Пока снимал здание, увидел интересную деталь. Сейчас, насколько это возможно, покажу вам. Ну, я только увижу уже на посте, как говорится. Видел, что там голова льва и вода с него бежит. Как родник, что ли. Но я не понимаю, откуда он идет. Со стены или как? Говорю, увижу только на посте это все дело. Сейчас вы увидите настоящий Мордор Москвы. Посмотрите на эти башни и узкие окна бойницы. Это как средневековый готический замок, который будто бы перенесли сюда из компьютерной игры. А может быть даже из самого центра Старой Европы. А на самом деле это завод. В войну здесь делали снаряды, кстати, для «Катюш», и чинили Т-34. Я так понимаю, что здесь все еще работает. Смотрите, проходная номер 2, 3, 4 еще есть. Вот проходная номер 1. Это въезд, ворота. Это действительно замок. И оно давит. Подходишь ближе, оно как бы на тебя склоняется. Вон там, посмотрите. Ничего не напоминает? Такое ощущение, что сейчас туда выйдет сторожевой в старинных одеждах. Стой, кто идет. Крепость, не иначе. Замок, крепость. Красивое здание. Преображенка реально меня сегодня удивляет. Давайте-ка я зайду сейчас на проходную. Просто ради интереса посмотреть, что там. Мне интересно сам вход, проход вот этот. Потому что по ощущениям я же много в Сербии снимал замков. Вот такой, смотрите, стены какие толстые. Это все, наверное, старое, с тех времен. Здравствуйте. Я здесь только в начале поснимаю, вход ваш. Это действительно крепость. Смотрите, толщина какая стен. Я решил немножко больше уделить времени этому зданию. Мне сказали, что нужно пройти подальше. Будет 3-й, 4-й вход. И там не менее эффектно. А почему я сравнил вот этот вход? Потому что в Сербии, в крепостей очень много я посетил. Посмотрите видео, кстати, из Сербии. Будет, я думаю, интересно, кто любит такие вещи. Времен еще турецкого правления Сербии, Римской империи. Поэтому загляните в плейлист «Сербия». И вот эти башни сторожевые, напоминают сторожевые башни. Здесь действительно можно снимать, наверное, фильмы исторические. Посмотрите на этой башне. Вот еще одна проходная номер 3. Здесь фасад, конечно, чуть-чуть попроще, но масштаб, я думаю, вы чувствуете. Есть шероховатости. Чуть-чуть его подшаманить, где-то стекла вставить, и будет нормально. О, слушайте, он реально очень-очень огромный.
Это, наверное, сейчас будет проходная 4 или нет? Гигант. Однозначно гигант. Точно промышленный Мордор. Друзья, ставьте лайк, кто еще не поставил. Я думаю, я заслужил лайк. Давайте сейчас дойду прямо до конца и посмотрим, как там. Дошел до 4-й проходной, но здесь все так спокойно. Конечно, главный вход, он более впечатляет. А здесь уже, видите, чисто рабочая зона. Проходные, наверное, вот сверху ходят, чтобы не обходить. А здесь все, говорю, попроще. Возвращался назад к маршруту, и посмотрите, какой дом интересный. Вот наверху, под крышей, звезды. Над окнами. Посмотрите, какая лепнина. Дом очень длинный. Я предположу, конечно, но строили, скорее всего, его для жителей завода. Может быть, я ошибаюсь. Но видно по окнам, что потолки высокие. Где-то даже, мне кажется, старинные остались. Смотрите, окна, видите, как разбиты на секции. То есть одно окно с левой стороны, справа я имею в виду, и по 6 окошек маленьких. Гораздо интереснее смотрится, чем пластиковые окна. Но красивое здание. Ничего вроде такого нет в нем, но симпатичное. А с этой стороны балконы, посмотрите. То есть здесь у нас балконов нет. Они только, получается, справа и, скорее всего, еще с левой стороны. Я не нашел информацию по этому дому. И если что-то найду, обязательно напишу сюда. Пожарная лестница, смотрите, идет. Вообще это редкость для Москвы, чтобы на фасаде здания была пожарная лестница. Поближе давайте посмотрим. Вот она лестница, видите, идет до конца. И звезды. Нужно найти кого-нибудь из местных и узнать, что это за дом. А, здесь уже другая история. Здравствуйте. А вы здесь живете? А что за дом, не знаете, какого года? Я вас не снимаю, я тут на дом снимаю. Ну, почти 200 лет. Серьезно, 200 лет? А там сколько метров потолки? Мне кажется, высокие, да, должны быть? Высокий, 3 метра. 3 метра. Где-то метр. Ох ты. Я вот и вижу, что окна высокие, поэтому предположил сразу, что высокие потолки. А здесь холл, да, как бы идет? Налево-направо коридор или как? Коридор сплошной. А, то есть заходишь и один коридор? Да. А кому давали квартиры здесь, если не знаете? Знаете? Их насчет кому давали. Я просто предположил, что, может быть, от завода вот этого строили его. Нет? Это было вот купца Носова. А, вот это тоже здание купца Носова? Да. То есть он строился как квартиры, да, сразу? Наверное, как доходный дом. Ну, там я его дом снимал. Это, да, его дом, а это для жильцов, наверное, рабочих. Понял. Спасибо, что знаете такие истории. Спасибо. Ну, вот видите, ребят, то есть мы посмотрели дом купца Носова, и вот человек строил для рабочих. Ну, дом шикарный. Что-то подобное, наверное, я снимал как раз-таки в Твери, в Высоковске. Ну, похожая архитектура. То есть купцы того времени, они строили для своих работников. Это точно. Кто не видел видео про Тверь, про Высоковск, обязательно посмотрите. Друзья, небольшая поправка. Мне тут рассказали местные, что, оказывается, это раньше была конюшня вообще. Видите, первые 3 этажа – это все старое здание, а наверху 2 – это уже пристройка. И вот еще. То есть это было 2 дома раньше. Левый и правый дом. И посередине, видите, тоже как бы встроили.
соединили. И вообще это считается общежитием. То есть здесь коридорного типа. А давайте сейчас заглянем и посмотрим. Мне код подсказали, сейчас зайдем посмотрим с вами. Так, код не буду показывать. Так, я уже вошел. О, Господи. Такой грохот. Вот такой коридор, видите. Лестницы старые. Вот коридор идет, слева-справа квартиры. Линолеум старенький. Давайте еще лестницу покажу. Чтобы было понятно, как все тут. Ну, это прям бойницы. Второй этаж. Кстати, у каждого есть кухня и туалет в комнате. Ну, в квартире уже. По 2-3 комнаты. А балкон, то, что мы видели выше, это общий. Ну, вы поняли, в общем, как здесь все выглядит. Такие дела. Говорят, что жители расселят, а дом представляет интерес архитектурный, как говорится, исторический. Его должны сохранить, жители переселить. Но они не хотят отсюда уезжать. Говорят, здесь классно. Стены метр, потолки около 4. Нужно сделать просто ремонт и все. Выходим. Ну что, друзья, отправляемся от готики и промышленности к императорским балам. Идем смотреть, как в загородном дворце Елизаветы Петровны выживали в советских коммуналках. А, кстати, рядом здесь вот такой макет. Это макет генератора Ван де Графа. Выглядит, знаете, как декорация к фильму про сумасшедшего ученого. Электробусы. Кто из вас видел, как заряжаются они? Вот, можете посмотреть. То есть 2 зарядные станции, электробус подъезжает, сверху опускается или наоборот поднимается из-за него на подзарядку вот эта штука. Контакты. Впереди, наверное, уже заряжен. Эти 2, видите, заряжаются. Удобный транспорт. И те на подходе. Там у нас электрички, МЦК, МЦД. Ну а мне нужно вот сюда. Вы посмотрите на это здание. Сейчас я выйду на мост и расскажу про него. Поднимаюсь на мост, но он необычный, знаете. Горбатый мост я бы его назвал. Это река Яуза. Впереди еще один мостик. И вот он, след Лужковской эпохи. Дом был построен компанией Жины Лужкова. Кстати, построен он на месте старых советских складов и автобазы. Но есть одно но. Река Яуза, промышленные зоны. И здесь, честно говоря, попахивает. Честно. Я еще шел, когда от дворца, от готического дворца, от замка, почувствовал этот запах. И здесь подванивает. Элитный дом с собственным детским садом, теннисным кортом. Соседствует, знаете, суровой индустриальной жизни, эстетикой старой Москвы. Но смотрится оригинально. Это арка. И говорят, что до сих пор, представляете, некоторые квартиры здесь не проданы. Я понимаю, почему. Друзья, напишите в комментариях, купили бы вы здесь квартиру и хотели бы здесь жить. Я не знаю зачем, но перед домом построена вот такая платформа, мостик. Не знаю, как еще ее назвать. Уж правда все разваливается эта штука, конструкция. Наверное, для фотосессии, я так понимаю. Ну, давайте я тоже сниму себя на фоне. Арка. Есть информационная доска, исполняющая обязанности главы района Сокольники. Соблюдайте чистоту. Внимание!
Чего боится гриб. Вот такая вот информационная штука. А рядом еще электроподстанция, я так понимаю. И вот там дальше там продолжается эта подстанция. Действительно, здание и квартира люкс. А вокруг сооружения технические, индустриальные. А теперь смотрите. Загородный дворец Елизаветы Петровны. 1739 год. Здесь императрица устраивала шумные праздники. После революции здесь были огромные коммуналки. Только вдумайтесь, пить чай на кухне, зная, что в этих стенах танцевала дочь Петра Первого. Каково это? Не иначе терем. 3 этажа роскоши. 2 флигеля, я так понимаю, левый, правый. Хотя нет, это просто 2 крыла. Москва единственный город в мире, который может так легко превратить тронный зал в место для сушки белья. Получается, что 2 входа. Левый вход, правый вход. Интересное здание, но, конечно же, нуждается в ремонте. Ребят, кому интересно, это Гастелло 44. Здесь небольшой садик, видите, виноградники, тюльпаны. Скорее всего, то ли уточка, то ли собака. Ну, пока никого не вижу из живности. О, деревянная изба пристроена. Предположу, что здесь жили кухонные рабочие. На входе 2 льва встречают. Но больше похоже на котяток. Маленькие львята еще. Мостик. Не скажу, что здесь тихо. Здесь очень шумно. Здесь дорога. С той стороны у нас поезда ходят. Но посидеть, прийти сюда, наверное, стоит. Это вот такой садик. Я, конечно же, пришел сюда немножко рановато. Но это виноградник, действительно. И это черный виноград здесь растет. Представляете, в Москве растет черный виноград. И я впервые такое вижу. Друзья, всегда интересно узнать что-то новое. И был бы не я, если бы я не общался с людьми. Оказывается, вот здесь раньше, представляете, вот береза, и вот здесь раньше было вырублено окно. И то есть, когда в коммуналках люди жили, они были как в подвале жили, получается. В подвальном помещении. Окна, видите? Окна. То есть у каждой семьи во времена коммуналок было свое окно. В 24 году это стало коммуналками. Люди сами искали доски, перекрывали все это на каждую семью. То есть семья, комната, окно. И еще важный момент. Я не скажу, что это правда, неправда. Просто общался с людьми, и мне подсказали, что это вообще не загородный дворец Елизаветы. Так что вот такие парадоксы. А что здесь раньше было? Была богадельня. Елизавета бывала здесь в те времена, да, в свои, как говорится. Строила здесь что-то. Но этот дворец сгорел, потом перестраивался. Когда-то это было. А вот это уже построено, это все богадельня. Там есть внутри элементы тех времен, елизаветовских еще. Но это богадельня. Говорят просто, что кто-то записал дворец, может быть так, красивая легенда, так и остался дворцом. Это альтернативная история. Я ни в коем случае не претендую, что она правильная, неправильная. Если из вас кто-то знает что-то другое, пишите обязательно в комментариях. Вот такое бывает. Снимаешь, как говорится, одно место, а оно оказывается другим. Как вам такая готическая Москва? Какое здание впечатлило больше всего? Деревянный модерн или промышленный замок? Пишите в комментариях, обсудим. Всем пока!